Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал. Вы на Зеркальном Таро. И сейчас мы с вами погадаем. Давайте посмотрим, какие события случатся скоро, к чему быть готовыми, на что настроиться, что на пороге. Так, первое, что он спешит к вам. Выход из ситуации, когда денег не было, а теперь будут. У кого не было работы, теперь будет. Восьмерка пентаклевая, карта труда, заработанных денег, когда у вас их достаточно, да, можно и откладывать, можно и тратить сколько хочешь. Стабильный, постоянный какой-то заработок. Видите, выход вот из какой-то бедности, из долгов, может быть, закроете какой-то кредит, да, кто-то найдет работу. Что-то очень хороший знак у нас идет сразу по первому вопросу. Ну, давайте раскроем, что касается вот этой работы, заработков и так дальше. Ой, боже. Так, большой идет у вас куш какой-то, вы сорвете, какие-то большие-большие деньги. Может быть премия, может быть что-то продастся большое, да. Может быть, если работа, то значит очень денежная, очень такая шикарная. Если свой бизнес начнете какой-то, да, может быть, например, в начале, ну, как оно всегда, в начале как бы туговато, трудно, да, любое дело практически, если так, начинать не с миллионов. Вот, но затем у вас впереди в результате ваших трудов, да, ждут вас очень большие, хорошие, классные деньги, классные шансы. Так, это будет, между прочим, заслуженно. Как будто, знаете, вы к своей цели, к своей удаче, к своему счастью, к такому повороту прекрасному вы долго шли. И судьба посмотрела, да, на ваше старание, насколько вы упорно добиваетесь своей цели и дарит вам, скажем, ну, такой билетик, да, в эту уже беззаботную какую-то счастливую, сытую, успешную жизнь. Вот так у нас первая линейка, вот такая. Так, дальше смотрим ближайшие события. Здесь у нас показана женщина, которая ищет свое счастье, свою любовь. Вот, смотрите, кубковая королева высматривает. А где же мой любимый, да? Где же тот человек, которому я хочу подарить свое сердце, да? Кого я полюблю или кого я уже люблю? Где он, когда он уже будет рядом со мной? Давайте посмотрим. А вот она идет вам и любовь. Вот вы ее долго ждали. Возможно, знаете, у кого-то здесь даже показано, может быть, было уже, ну, кто-то уходил, кто-то дверью хлопнул, может быть, было и расставание в отношениях, да, что-то было. Может быть, были паузы. А теперь снова будете вместе, видите? А для кого-то это просто показано, что новое знакомство идет после, ну, какой-то, возможно, череды неудач или неудачных отношений. В этом новом знакомстве, видите, какая у вас тут идет перекличка. Здесь идет вам все-таки удача, счастье и взаимность. Давайте рассмотрим тогда этого человека. С кем у вас тут будет взаимная любовь? Давайте посмотрим. Кто он, какой он? Даже можно сказать, откуда он. Давайте посмотрим. Король сразу у нас здесь показан. И я вам хочу сказать, дорогие мои, здесь карты говорят, что он как-то либо не близко сейчас, например, живет далеко, либо уехал куда-то далеко, да. Может быть, вы общаетесь, переписываетесь, либо познакомитесь как-то через интернет. Может быть, даже, конечно, вы и в одном городе будете жить, да, ну как бы... ну, не близко будете друг к другу, допустим, проживать, вот так бы я сказала, да. То есть это не тот человек, который, например, в вашем коллективе, там, вы ходите на работу, да, или ходите на учебу, и вот в вашей группе этот мужчина. Нет, здесь все говорит о том, что он как бы где-то не там, где вы. Вот так бы я сказала. Мужчина, вот он, жезловый, огненный, страстный такой, знаете, человек темпераментный. И здесь акцент на то, что он у нас будет очень умный, начитанный, образованный. Такой мужчина, знаете, ну, интересный, как говорится, да, и внешне притягателен, и энергия бьет из него ключом, и голова умная, светлая, можно и пообщаться, да. Но здесь, ну, вот карты все говорят все-таки о том, что вы, ну, как бы искали, что ли, друг друга, да, что не рядом вы находитесь. А может, кто-то у вас уже есть общение, переписываетесь в интернете, тогда вот такая будет у вас встреча с этим мужчиной. Так, о, в пару войдете, видите, кубковая королева и кубковый король. Вот вам, пожалуйста. У вас будет взаимность, девочки, у вас будет все хорошо с этим мужчиной. Больше того,
Он тут надумает, по крайней мере, этот человек стать для вас главным, единственным. Смотрите, этот мужчина непростой, не просто какой-то там, знаете, мальчик, который вам понравился. Нет, этот человек уже, скажем так, в жизни многого достиг. Он уже у нас такой серьезный мужчина, да. Возможно, и правда будет при каких-то регалиях, да, знаете, вот, ну, достойный очень человек. Его могут хорошо знать в обществе, да, то есть вы познакомитесь, да, а у него, ну, такой будет круг, где его все будут знать, уважать, ценить. Может, конечно, управлять другими людьми, многими людьми. То есть человек непростой, вам не мальчишка, не студент идет, а какой-то, знаете, такой уже. Вот поэтому он и будет готов уже к серьезному чему-то, да, потому что он взрослый, и он уже знает, что он хочет от жизни, этот мужчина. И это, девочки, скоро будет. Идет вам удача, идет вам фортуна большая. Для кого-то из вас, девочки, для того, чтобы с этим мужчиной остаться, нужно будет сжечь какие-то мосты. Ну, к примеру, если вы будете куда-то переезжать, там, где он живет, ну, действительно тогда, да, получится, вы оставляете там, допустим, родительский дом, своих там друзей, подруг, да, практически сжигаете мосты и уезжаете там в другую страну, либо в другой город. Для кого-то из вас, девочки, возможно, вам придется, ну, будете вы на выборе, да. Ну, к примеру, если есть сейчас рядом с вами мужчина, но он вас не устраивает, да, и тогда придется сказать ему, да, что прости, пожалуйста, мы не подходим друг к другу, я выбираю другого мужчину. То есть вот даже выбор идет какой-то, ну, это даже не колебание, ну, может быть, как это сделать будет такое колебание, да, потому что с этим мужчиной вы очень хорошая пара, и вы выберете, конечно, друг друга. Ну, с чем-то придется, как говорится, и расстаться. Так, дальше события еще какие у нас тут наоборот. Угу. Смотрите, у кого-то будет решаться вопрос жилищного характера, и он будет решаться через любовь. Ну вот, либо, может быть, вы, например, съезжаетесь, и у мужчины есть жилье, да? Вот, пожалуйста, сегодня в отливке ровно это же нам и показала. Вот, кто еще не знает, у меня есть канал Мальфарова Свеча, заходите, посмотрите, очень интересная отливочка. Вот, так что хочу сказать, видите, решается вопрос, который долго был, ну, как бы... Долго шли, что ли, к нему через любовь. Вопрос этот связан с домом, с жильем, с квартирой, да, с вашим жилищем, с его улучшением, с комфортом и так дальше. Что-то будет хорошо для вас решаться. Либо мужчина будет для вас обоих, допустим, приобретать что-то, да, это связано, вот 4 угла, это ваше с ним общее жилище. А для кого-то может быть, ну, к примеру, разные есть форматы любви. Для кого-то может быть, например, дама не хочет замуж, ну, сыта уже этим, или молода еще и не хочет, да. Здесь может быть так, что мужчина решит для вас этот вопрос, да, купит вам, например, квартиру, так тоже бывает, это жизнь. Вот этот мужчина, который будет решать жилищный вопрос, вы знаете, у него есть такое... Как это назвать? Это не хобби, это не увлечение. Ну, так он видит. Есть такое видение, да? Он очень любит, чтобы его женщина была красивой, привлекательной, чтобы она хорошо выглядела, да? Этот мужчина никогда не пожалеет денег на хороших там парикмахеров, стилистов, на хорошую там одежду какую-то, да? Вот он любит, чтобы его женщина сияла, сверкала, чтобы у нее все было, чтобы она была довольна. И он, вы знаете, следит, как вам сказать, не только за внешней вот этой красотой, да, за оправой, так сказать, у своей этой картинки, но чтобы внутри женщина была довольна, счастлива, да, удовлетворена. Вот это его как бы цель. Ну, мы сами видели, какой король. И он будет над этим работать. Окутает вас любовью, заботой, и все-таки будут у вас и камушки, как говорится, там у кого-то бриллиантики, да, и очень красивая, ухоженная женщина. Вот что нам показано. Так, еще что? Так, здесь такое впечатление, знаете, что кому-то придет идея, какая-то новая идея, которая вас приведет к очень большим денежкам и также, возможно, к денежному мужчине. Идея эта возникнет в момент, когда вот вы будете как-то или скучать, или в момент одиночества, в момент какого-то
такой как бы паузы такой жизненной, да. Возможно, вы будете сидеть просто и думать про жизнь, как мне ее изменить, как мне ее сделать лучше. Я хочу что-то изменить в этой жизни. И вам придет идея, да, мысль о каком-то новом пути, новой вашей реализации. Ну почему она к вам придет? Потому что вы готовы уже понять, принять эту мысль. Она уже готова родиться в вашей голове, да, потому что вы уже действительно умная, зрелая, опытная женщина, да. Может быть, именно у вас, ну там 20 лет назад она бы и не могла и зародиться, а здесь уже время пришло. И вам идут как реализация ваша финансовая, очень хорошая, денежка будет замечательная у вас. И это что-то, видите, такое прям большое, большое-большое. Карта мира вышла. Но также, благодаря этой идее, возможно, там, где вы начнете себя заново в новой какой-то ипостаси реализовывать, да, там еще и шанс идет встретить очень хорошего мужчину. Мужчину для жизни, пентаклевый король, да, и успешный, и такой привлекательный, очень при делах, при бизнесе. Вот такое ощущение, что, возможно, что-то вот сведет вас, какое-то дело вместе, да. Вот, обратите внимание, пожалуйста. Ну, давайте его тоже тогда раскроем еще немного. Ой, какое ясное солнышко, боже мой. Ну, это человек, который, знаете, рядом с которым легко, который и обнимет, очень ласковый, да, и душу отогреет, и обнимет, приласкает, и все от него тепло идет, понимаете, человек, с которым вы точно будете счастливы. Кстати, для кого-то может проиграться, когда женщина старше, поняли? Вот такая пара здесь показана. Так, пожалуйста, еще один пентаклевый король. Здесь знаете, что, девочки, показано? Для кого-то король это может быть вот в близком вашем окружении, я имею в виду вот в моменте вашей реализации, да, а для кого-то, в общем, может быть он и тоже далеко, потому что карта мира, она все так увеличивает, укрупняет, в том числе вот эти ну, границы, страны, там расстояния, да, поэтому вот мужчина, видите, с этой стороны у нас вышли вариации будут такие. Для кого-то вы найдете его очень близко, возле вас встретится человек вам этот, а для кого-то он будет и далеко. Вот, но, насколько я вижу, вам это не будет помехой все-таки. Так, что еще карты скажут? Давайте посмотрим. Угу. Ой, так. О, интересное какое пошло. Итак, здесь показан мужчина, девочки, который для всех он очень сильный, очень успешный, очень такой, возможно, даже резкий, допустим, командир такой, начальник, знаете, как скажу, так и будет, как ножкой топну, так, по-моему, и будет. На самом деле у человека, у этого было много попыток, возможно, вот устроить личную жизнь, да, быть счастливым, семью построить. Здесь, может быть, например, был и не один развод у этого мужчины. Но он как обжегся капитально, знаете, как разочарован сейчас в личной жизни и, может быть, даже в женщинах разочарован. И у него есть большой страх, у него есть желание спокойной, нормальной человеческой жизни, семейной. Но он так обжегся, что боится теперь этого. А мужчина неплохой, девочки, неплохой. Ну, кому-то и такое идет знакомство, видите? Хорошо, какая тогда перспектива? Или, может, карты подскажут, как с ним вести себя, да, потому что он хочет, он настроен, он хочет быть счастливым. Но, видите, есть он своих... Это даже не комплексы, знаете, это вот отражение каких-то событий в его жизни, да, когда вот он так закрылся. Ну, давайте посмотрим, что... Ну, вот, пожалуйста, видите, клетка эта открыта, он сидит в ней. Так, мужчина, на которого никто не подумает, да, что у него не решен личная жизнь, не решен этот вопрос, никто. Потому что он настолько внешне успешный, что кажется, что у него-то точно есть женщина, но он точно женат, у него точно все замечательно. А он одинок глубоко, видите? Вот идет встреча с женщиной, его мечты. Это будете вы, дорогие мои. Людей же много, да, поэтому мы здесь много историй читаем разных. Кому-то что-то сбудется одно, у кого-то другое. Вот она, эта женщина, с которой он перестанет испытывать страх, которой он доверится. Красивая, эффектная, вы будете на одной волне. То есть здесь, как вам сказать, вы будете подходить друг к другу и внешне, и внутренне, и интеллектуально, да? Вы прямо пара-пара, видите? Тут женщина, которая тоже цену себе знает, жизнь познала, тоже во многом разбирается, понравится этому мужчине, и есть шанс,
есть такой шанс, вот вы оба, вот ваши планы на совместное будущее, будете строить планы на совместное будущее. Но скажу, как карты показывают, все-таки решение об этом совместном будущем, видите, показано, что будет возле короля. Скорее всего, потому что, ну вот он что-то пережил, возможно, предательство, но что-то пережил, какую-то серьезную потерю. А может, он вдовец, все может быть. И, знаете, боится уже отдавать кому-то сердце, потому что, ну, потому. Итак, но, скажем так, вторым слоем информации у нас тут, мы можем это читать как то, что вы найдете ключик, подберете ключик к этому человеку, к этому мужчине, да, и вы начнете строить совместные планы. Троечка — это всегда планы, которые обязательно, когда они не только в голове, да, но они уже, человек делает шаги к тому, чтобы эти планы осуществились, то есть уже действие начинается. Видите, да, у нас тут птички, в клювике у них тут молоточки, то есть будет действие от этого короля. Ну что ж, перспектива даже с таким мужчиной, которого мы увидели, да, который, казалось бы, закрыт для каких-то серьезных отношений, она все-таки показана. Несколько карт, тогда, возможно, совет. Вы знаете, и вы, и он, вы как будто все-таки хотите одного и того же. Видите? Большой, уютный, красивый, комфортный дом, который защищен, да, чужие там не ходят. То есть вы гнездышко свое, вы хотите оба свое гнездышко обустроенное, да, где будет комфортно и вам, и, допустим, вашим детям. Может быть, они будут общие у вас, может, они взрослые уже у вас. Тут как бы без разницы. Это ваш дом, ваша семья, вот, ваше родовое гнездышко. У вас одинаковая цель, поэтому у вас получится прийти вот к этому. Потому что вы одного хотите, и вы друг другу прям вот пара, вы ровня друг другу, понимаете? Хороший прогноз, хотя мужчина будет сложный, но у женщины получится. Вот так я хотела бы сказать, да, как-то его к себе развернуть, чтобы он почувствовал и доверился, да, что можно и попробовать, можно и начать сначала, и должно получиться. Вот такое у нас сегодня гадание, любимые мои. Всех люблю и обнимаю. И до новых встреч. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео, да. И, пожалуйста, подписывайтесь, кто еще не подписан. Для меня это очень важно и приятно. И до новых встреч.